Друзья, рада всех приветствовать на моем канале Свет Вышивки. Меня зовут Светлана. На календаре 29 декабря 2022 года. Да, друзья, на этой неделе мне не удалось довести до финиша любимую мелодию. Что? Опять? Это же кошмар, кошмар! Мои на меня уже косо смотрят, постоянно торопят. Не дают человеку спокойно жить. Но я уже, друзья, понимаю, что не успеваю. Для себя решила, что в Новый год мы войдем в компании наших героев-любимчиков. А сегодняшнее видео будет посвящено приближающимся праздникам. Я представлю вам финиш и уже оформленные вышитые рождественские сюжеты. А также я поделюсь с вами радостью от полученного рождественского подарка. А еще, друзья, для поднятия настроения и для создания новогодней атмосферы, так нам всем необходимой, я покружу вас в хороводе вышитых елочных игрушек. А сейчас к вышивальному сюрпризу, за который я очень благодарна. К Рождеству Христову от Ирины я получила подарок. Это было неожиданно и невероятно приятно. Ирочка предложила мне выбрать любую схему из каталога творческой мастерской «Артель Белый кролик». Изучив предложенные варианты, мой выбор пал на мгновение минувшего века. Это, как вы все догадались, многоцветная картина. Вот только, друзья, до него дошла и сразу ёлкнула. Он. И вот он у меня. Ирина наша подруга по хобби, член нашего клуба, вышивальщица, многоцветница, многостаночница. Не знаю, друзья, как вам это удается. Я как вцеплюсь во что-то одно, не оторвешь. И так во всем. Практически. Одним словом, наш человек. Ирина, еще раз большое спасибо. Мне очень приятно. И на этой праздничной ноте, друзья, я предлагаю перейти к оформлениям. Начну с новогоднего сюжета, который финишировал на этой неделе и был сразу же оформлен. Перед вами Оливер с сестрами в преддверии праздника. Оформила я и в готовую рамку серебристого цвета. Она, на мой взгляд, замечательно перекликается с заснеженной вдали деревенькой. Да, решила, друзья, в этом случае не прибегать к фееричному убранству, чтобы не забить столь трогательный сюжет. Рамка скромно как бы отдаляется на второй план, и создается ощущение, что Оливер вот-вот шагнет за ее пределы, к нам навстречу. Смотрится, друзья, вживую потрясающе, не знаю, как передаст камера, и у меня появилась мысль вышить еще один дизайн с девочками и хворостом, хотя до оформления Оливера я думала, что на нем и остановлюсь, но теперь он меня вдохновляет на продолжение зимних сцен. Да, друзья, напомню, это дизайн от Стони Крик, коллекция 93-го года, зимняя сцена 2. Вышит на Аиде 18-го аккаунта ниточками ДМС. Вышивала я по схеме в электронном приложении Сага. В работе задействовано 53 цвета, и такие стежки использовались как крестик, 1/4 крестика в 2 сложения нити, крестик в одну нить, фрузелок и бэкстич. Да, друзья, мне понравилось. Вышивалось легко и непринужденно. Интересно, да. Удалось мне оформить и Святого Николая с детками. Это готовая рамка, тоже со стеклом. Неполную зашивку я, друзья, оформляю всегда под стекло, в отличие от моих многоцветных работ. Да, они у меня оформляются без стекла.
Интересно еще, как я выбирала рамку. Смотрю, передо мной стена дома наших деток, которая переливается от снега и инея. Стена с окном, через которое мы и наблюдаем за тем, как святой Николай благословляет и одаривает подарками наших детишек. Здесь, друзья, блеск рамы гармонирует с блеском канвы. На картине происходит чудо. Настал самый долгожданный праздник, и, соответственно, убранство картины призвано передать нам те чувства, которые испытывают в данный момент детки. Совершенно идеально смотрелась бы рамка, по моему мнению, чуть большего размера, но именно такой не оказалось. Где-то еще искать, ждать – это, честно скажу, не мой вариант. Да и не тот случай. Все решилось здесь и сейчас. Мне нравится результат. Возможно, он и вам понравился. Замечательно, поразительно, гениально. Напомню, размер дизайна 14 на 21 сантиметр. 47 цветов использовано было в работе. И стежки задействованы были. Крестик, 1/4 крестика в 2 нити, бэкстич и металлизированная нить, которая использовалась в 3 нити сложения. Да, непростой сюжет, хочу я вам сказать, в работе, но он стоит того, чтобы над ним как следует потрудиться. Результат, на мой взгляд, достойный. Это дизайн от Stony Creek коллекция. Зимняя сцена называется. Такие девочки, которые в предвкушении праздника готовятся к волшебному моменту, елочку несут. Младшая сестричка приготовила сюрприз маме котика серенького. Вот хвостик его выглядывает. Юбочки у одной, у второй. На улице мороз, снежок. Ну, им весело и хорошо. Пришила, друзья, для наших девочек такой сюрприз в виде снеговичка. Вот они развернутся идти к дому, а тут их такое чудо встретит. Оформила пинкипчик я, друзья, бантиками. Вот такой сделала. Выбрала ленту темно-вишневого цвета, как раз в тон одежде шапочек, варежек наших девочек. Ну и, конечно, золотистые бантики прикрепила. Золотистый у нас снеговичок. Вот, все переливается золотом, как я уже говорила, ткань. Вот такой бок тоже золотой лентой оформила. Вот такой задничек, тоже вверху бантик, подвес увенчал. Ну вот такие сестрички, девицы украсят мою елку. Ну и, конечно, друзья, для поднятия настроения хочу показать вам еще раз коллекцию новогодних вышитых игрушек. Это не одни детки, как вы понимаете, у меня в коллекции. Есть еще одни, вот они, тоже смотрят, как по небу движется уже Дед Мороз, который раздал подарки. Старший братик сестре шепчет о том, что он догадывает и ожидает, какое чудо. Тоже золотой лентой я оформляла. Здесь фетр мягкий, эластичный, золотистый подвес, ну и колокольчик, чтобы все было нарядно и празднично. А еще есть у меня котики, вы знаете, что я очень люблю котов. У меня домашний любимец, кот Черный Алмаз. Вот стоило только достать игрушки, все помощники здесь, да, Кунечка? Все помощники собрались, да? Мейн-кунчик,
И вот посвятила ему такую игрушку. Снег, который намело на окне, тоже я здесь оформляла, не знаю, видно вам или нет, металлизированной нитью. Она поблескивает. Ну, свечи должны тоже давать блеск. Все это вышивалось металликом серебряным, и большая свеча тоже. Да, потому что и игрушка новогодняя должна блестеть, сверкать и дарить радость и хорошее настроение. Вот такой яркий задник я сделала с астролистом, тоже блестящий. Дальше уже я котиков вышивала белых, как и задумывал дизайнер. Вот такое чудо белоснежное на каминной полке. Сзади него виднеется картина, скорее всего, пейзаж. Здесь тоже стоит такая, поблескивает свеча, украшенная астролистом. По бокам вот одна и вторая. Да, это мелкие детали, но они есть, не вижу. Сфокусировал телефон, не сфокусировал. Вот, друзья. Жаркий огонь в камине, каминные принадлежности. В общем, все должно быть по-настоящему. И прекрасные носочки для всех членов семьи. Ну и, конечно, вот такой забавный белый котик, который поправляет веночек рождественский. А возможно, что он играется с ним. Тут, конечно, есть варианты. Здесь тоже на елочке металлизированной нитью вышиты свечи. И на каминной полке тоже металлизированная нить использовалась, поблескивать должна, по идее. Ну, не знаю, друзья, как вам видно, не видно. Вот такое чудо в кресле. Так, а еще, друзья, кто у меня есть из животных вышиты, да? Вот такой олень. Очень понравился мне этот пейзаж. Вечерний закат, олень под снегом ищет себе питание. Лес вдалеке, снег. Интересно очень. О, зацепил друга, ну ты подумай. Ну на, держи своего оленя. Так. Ну и, конечно, чтобы оленю не было грустно в лесу, ему в пару птички-синички. Вот так. Затем, друзья, мне, конечно же, очень понравился пейзаж вот такой. Здесь уже раннее-раннее утро. В общем, картина эта получается, игрушка, с очень нежным, ранним, утренним, морозным пейзажем. Мне она понравилась, и я решила, что она тоже будет украшать мою елку. Но и это еще не все, друзья. Вот еще лес зимний, зимняя дорога мы видим, мост. А куда она ведет, эта дорога, этот мост? Ведет в деревеньку. Вот мы видим деревенька, церквушка. Вот же вот такой вот комплект. Зимняя деревня. Вот так. Рядом с которой лес, а в лесу, как я уже вам показала, птицы-синицы и олень молодец. Так, что же еще есть у меня, да? А еще есть у меня, друзья, вот такая диканька. Тоже очень понравился мне этот дизайн, по-моему, в журнале был. Есть еще
продолжение. Еще два похожих, но несколько иных. Но выдержанные тоже в этом стиле. Сиреневые такие сумерки. Месяц, снег. Сплошное волшебство. Так и кажется, что сейчас Козак Свербегус выйдет, со своими друзьями пойдут в шинок. Свербегус. Ну, такая сказочная деревенька мне очень понравилась. Ну и к этой деревеньке, конечно, я вышла. Еще и вот такой собор, скорее всего, даже это не церквушка, а собор. Там тепло от количества, от множества зажженных свечей, светло и празднично. И напоминает нам о празднике, о великом Рождестве Христовом. Так, друзья, вот такие деревушки. А еще мне очень понравился городок. Тоже оформлены. Елочки наряженные возле домов. Старинные фонари. В домах свет. Все празднуют, все счастливы. Все дома собрались за праздничным столом и празднуют Рождество. Вот такие, друзья. Еще есть у меня игрушки. А что еще у меня, да? Так. Комплект, но он не полный. Их, по-моему, 6 снеговиков. Ну, я остановилась на 3. Мне хватило, потому что я одно и то же не сильно любитель. Мало что. Вот, допустим, тоже городок вот такой. Должна быть, по-моему, еще одна наподобие такая же игрушка. Но я выбираю самые приглянувшиеся. Вот задник тоже фетр. Только на камере немножко как-то они отличаются. Ну, в общем, хорошо смотрятся. Меня устраивает. В общем, я выбираю самое интересное, на мой взгляд, да, и вышиваю. И на этом переключаюсь потом уже на другое. Да, вот такой мне понравился очень снеговичок. Устроил пикник. Маршмеллоу разогревает себе. Кардинальчики подпевают ему. Он обязательно их угостит чем-то вкусненьким. Он сэндвич у него. Все прекрасно. Ну и, конечно, семья, которая несется на санях с горки. Вывели детеныша своего на прогулку и решили тоже вместе с ним позабавиться. Мышка сопровождает их везде, их подружка, видимо, соседка. Ну и, конечно, здесь мне очень заботливая мама понравилась с сыном. Укутывает шарфик, чтобы он не простыл, чтобы ему было тепло. Кардинальчики опять-таки вокруг них. Вот такое проявление любви и заботы тронуло меня. И я решила, что им как раз вот место на моей елке. Вот такой комплект со снеговиками. Да, есть пожелания. Еще вот такой комплект игрушек. Тоже очень понравился мне. Немножко по-разному я их оформляла. Да, пожелания любви. Вот такие синицы. Здесь и кординг, много блеска и бисер. Надеюсь, что вам видно. Оно, если я вот так поверну.
Да, пожелания любви, мира, как он очень нужен и необходим. Красивые игрушки, очень добрые. Мне нравилось их вышивать. Да, ну какой замечательный кардинальчик. Разве можно пройти мимо него? Конечно, да, этот комплект, друзья, у меня уже, конечно, он полностью. Надежда такая, плансетия, рождественский цветок, очень красивый. Да, олень, бисер использовался золотой, блестящий, все блестит, поблескивает по-новогоднему, по-праздничному. Ну, друзья, не обзавелась я еще, конечно, камерой такого качества, чтобы передать. Ну и поверьте мне, я постараюсь передать вам на словах, что... И вот такие колокольчики, которые обязательно возвестят о празднике. Красота. Так, ну что ж, дальше посмотрим, что у нас. Так, друзья, ну а здесь, конечно, перед вами целая история. Целая сказка, я бы так сказала. Тоже это наборчик полностью, он состоит из 6 штук. Вот все они вышиты, собраны в пинкипчик. Здесь вы видите у дома наряжена елочка. Сидят 2 кардинальчика, мальчик и девочка, шепчутся о чем-то о своем. Тоже в них использовала я нить металлизированную, чтобы поблескивал снег на крыше домов, вот, под деревом. Здесь, как мы видим, как я рассказывала в прошлом видео, соседи едут за подарками в город. Позади мы видим, что осталась их ферма, дома. А это уже едут наши герои домой на праздники. Вдали виднеется церквушка, тоже домики соседские. Так, а вот это, друзья, деревушка. Мы видим церковь, дома с высоты птичьего полета. Вот здесь мы где-то с вами находимся, чуть ли не на самой верхушке ели. В домах свет, тоже праздник, все празднуют. Крыши домов я тоже вышивала с использованием нити металлизированной. Но мне хотелось, конечно, чтобы снег везде поблескивал. А вот наши герои с елочкой идут. Собачка их сопровождает. Они прекрасно провели время в лесу и теперь идут готовиться к празднику. Ну и, конечно, вот интересно, как старый почтовый ящик не закрывается от обилия подарков. Они буквально вываливаются от него. Те же кардинальчики знакомые, их, видимо, хорошо подкармливают хозяева, и они постоянно присутствуют везде возле хозяевов. Тоже металлизированная нить вот использовалась, когда я вышивала снег на самом ящике почтовом. Ну и опять-таки, да, крыши домов тоже у меня серебристым снегом покрыты. Ну и, конечно, друзья, не обошлось без знаменитой рождественской деревушки от фирмы Dimensions. Не смогла я пройти мимо этих конфеток. У нас дома называют их конфетками. Они очень похожи своим видом на конфетки. Шоколадные, вафельные. Ну вот, конечно, здесь джентльмен
встречает с подарками свою даму. Бесподобно. Мне так нравится этот сюжет. Там вовсю на крыше работает Дед Мороз. Мешки. Все надо доставить вовремя. Трубы что-то мелковаты для таких мешков, как у Деда Мороза. Вот приближу вам. Тоже выкладная нить использовалась, что-то не фокусирует, не хочет камера нормально фокусировать. Ну, мы будем стараться. Вот такая елочная ферма. Я подписала. Серджо, хозяин елочной фермы. Вот он приветствует. Специально выращены красавицы для таких праздников, чтобы в каждом доме был аромат хвои. И праздник ощущался во всей полноте. Ну и, конечно, церковные песнопения. Как же пройти мимо? Даже собачка присела рядом с ними, подпевает. Все живое. Все славят праздник, Рождество. Красиво горят фонари, храм. Вот так вот сквозь окна пробивается свет на снег под окнами. Как все очень интересно проработано. Молодцы дизайнеры, просто потрясающее что-то. Магазин игрушек. Это что-то, друзья. Мне тоже очень понравилось. Детки, затаив дыхание, стоят вот у витрины, выбирают себе игрушки. Здесь же стоит велосипед, почтовый ящик. Мы видим, куда могут помещать свои пожелания Деду Морозу. И не только Деду Морозу. Детки, взрослые, все желающие. Вот так тоже магазин яркий, светится внутри, богат игрушками и, конечно, ждет своих покупателей. Очень очаровательная игрушка. Мне нравится насыщенный цвет дома. Ярко, красиво оформлен. Хвойными веточками. Снеговик какой интересный в черной шляпе стоит. Встречает своих хозяевов. Замечательно. Детки на санках катаются. Все пропитано праздником. Даже куст покрыт вот под балконом снегом. Очень интересный дизайн. Очень. Мимо, как вы видите, я не прошла. Ну и, конечно, кондитерская. Вывеска в виде печенья с изюмом. Интересно, как задумано все. И на витрине мы видим рождественские пироги, выпечка, торты. Все на любой вкус. А второй этаж бесподобно. Окна проработаны со шпросами. Как интересно все. Таинственный свет пробивается. Пахнет выпечкой, ванилью, корицей. Тоже на любой вкус и пожелания. Вот такая кондитерская. И мы видим, что семья идет уже. И девочка, любимый кекс рождественский, держит в руках. Все в предвкушении праздника. Готовятся к нему. Вот такие конфеты. Да, их, друзья, конечно, я вышила все 6. Все 6. Было бы еще 6, я бы и еще 6 вышила. Они не надоедают мне. Не надоели, да. Так, и вновь котики. Вновь котики, да.
Как вы знаете, люблю кот, такой замечательный, хорошенький. Кому-то в подарок достался, из коробочки выглядывает. Ну, просто очарование само. Чья-то радость. А тоже будет выджигиривать. Елочку завалит, а вот какая морда замечательная просто. Как они друг на друга смотрят. Кардинальчик и синичка внизу любуются таким пушистым котиком, а котик мечтательно смотрит наверху сидящую синичку. Как-то он больше, взгляд его прикован к ней. Вот такой забавный котик. Но еще, конечно, один. Ах, какой взгляд, а! На птичек таких ярких, желтых, праздничных. Холодно, на улицу не хочется выходить, снег. Наш алмаз не любит выходить на снег. Но выходит, конечно, иной раз. Тоже нравится ему смотреть и мявкать, прямо он, когда птички прилетают кушать в кормушку. Ох, тут, конечно, уже он поет птичкам гимн, можно сказать. Ну, и еще кошечки у меня есть. Это Шут. Вот такой интересный, замечательный. Какие у него изумрудные глаза. Бесподобное тоже. Мне понравилось и вышивать их. Такие ретро-сюжеты. Подвесы делала из бусинок. Фетром задник оформляла. Тоже он весь блестит. Золотая металлизированная нить использовалась при вышивке этого чуда. Ну, такой котик. Тоже я им добавила колокольчиков. Розалинда. Золотым кулоном. Сама элегантность. Она уже подумывает над тем, какой наряд она наденет на бал. Вот такая у нее мордочка какая интересная. Тоже вот такой фетр синий использовался. Оторочка, как вы видите, и подвес в виде бус. Но это же леди. И хотелось их оформить понарядней. Вот так. Вот так. Адель. Кокетка. Рыжая, с голубыми глазами. Красавица какая. Адель тоже я оформила ярко. Фетр красный. И подвес только здесь камера передает ярче. Как-то немножко не совпадает. А вообще ее ленты по цвету подходят с лентой подвеса, бантика. Ну, тут немножко как-то избирательно камера подошла к показу цвета. Ну, ничего, Адель вроде бы выглядит так, как на самом деле, а вот лента немножко ярче показана камерой. Несравненная Сильва Вареску. Вот она, с янтарными глазами, шляпа с воздушными белоснежными перьями. Я ей такой элегантный бантик сделала на вышитый. Там под ним вышит бантик голубенький. Но я ей добавила еще и бантик из ленточки. Тоже вот такие жемчужные бусы. Оторочка пинкипчика и подвес такой же. Вот, потому что она вся нежная, элегантная. Вот такие у нее перья белоснежные. И такое также и оформление мне хотелось сделать. Но здесь тоже получается у нее шляпа, ленты темно
бордовый цвет, и такой же получается фетр, но камера почему-то показывает фетр ярким, а на самом деле он в тон шляпе идет. Вот такие, друзья, кошечки у меня. Ну что, думаю, настал черед Дедов Морозов и Сант. Вот такие Санты на ветру. Тоже, как вы видите, оформлены пинкипчиками. Мне они тоже очень понравились своей разработкой, как шубы у них со складками, яркая подкладка красная, зеленая шуба, игрушки, выкладная нить, посох. Очень интересно, конфетти рассыпается вокруг. Они, несмотря ни на какую вьюгу, торопятся ко всем, кто их ждет. Вот такие деды. О, получается, в зеленых шубах пара. Фас и профиль, как я говорю. Затем пара тоже фас и профиль в сиреневых шубах. Тоже атласные яркие красные подкладки. Игрушки хорошо просматриваются, большие мешки, наполненные доверху подарками. Интересно проработаны здесь елочки. Мы видим даже с украшениями, уже все готово. Все готово к празднику абсолютно. Дед Мороз позаботился обо всем. Ну и, конечно, очень красивые мне понравились в красных шубах. Вот так вот. Дед один идет навстречу нам. Вот он, мы его видим. А второй стоит, смотрит, какую дорогу ему выбрать. Все замело, закружило, заснежило. И, он, конечно, непременно выберет правильное направление. Это же Дед Мороз. Вот такие Деды Морозы. Выглядят очень натурально, естественно. И, конечно, я не смогла пройти мимо них. Есть еще вот такие Санта-Клаусы. Один договаривается с оленем. Рассказывает ему, видимо, координаты, куда олень должен его непременно доставить в первую очередь. Замечательно, интересно очень картина. А вот уже он непосредственно в санях, укрыт пледом, чтобы ноги у него не замерзли. И высоко-высоко в небе мчит на оленях. Мы видим, как далеко внизу домик с елочками остался. Его, видимо, уже посетил наш Санта. Вот так. Большое количество подарков. И мишка. Все очень волшебно и сказочно. А вот такой Санта у нас. Он пряники рождественские готовит. Вот так, друзья. Не только игрушки, но и сладости достанутся деткам и взрослым на празднике. Конечно, обязательно. А еще мне понравился очень вот такой Санта, который с кистью в руках разрисовывает, как он заботливо, с какой любовью он смотрит на игрушку, которую готовит на подарок. Эта птица волшебная достанется самому послушному ребенку. Вот так. Вот такой Санта. Но это еще не все. Да, очень понравился мне его такой, который уже сделал все свои дела, подарок уже оставил, носочки монеток насыпал и из трубы выбирается. Довольный и радостный, что все
прошло успешно. Миссию свою и свое предназначение он выполнил. Так, что-то я игрушками закрыла. Ой, все красоту. Олень, как всегда, навешивает себе что-то на уши. Ладно, на то он и олень. Упала игрушка, надо достать. А то котик мой не дремлет, затаскает игрушки. Так, друзья, но это еще не все Деды Морозы и Санты. В прошлом году я вышила вот такой вот дизайн. Ретро-открытка. Дед Мороз подарил какую роскошную, огромную куклу девочке, как она счастливо смотрит. И здесь, друзья, интересно, не вижу, камера передает. Вот на шее украшения у девочки и у куклы в виде золотистой нити. Вот, не знаю, видно вам или нет. Ну, надеюсь, что видно. И еще, конечно, печально, что не передает камера, как красиво смотрится золотой, именно золотой. Здесь бисер, украшение елки, на елочке пришит. Он как бы свисает, и металлизированная золотая нить изображает сосульки на елочке и золотой бисер. Очень красиво. Вот такую нарядную елку держит за спиной Дед Мороз. Ну и, конечно, любуется восторгом девочки от полученной куклы. Она давно, видимо, о ней мечтала. Вот так. Вот такой яркий задник, вот такая пухленькая игрушечка получилась. И колокольчик, конечно, который возвестит нам о приближении праздника. Да, и в прошлом году, друзья, еще были вышиты вот такой. Это, скорее всего, Святой Николай разносит тихонько под двери детям в ботиночки или в носочки подарки. Ну и выглядывают розги для непослушных деток. Да, не забалуешь. Это Морозко, тоже с колокольчиком. Пришила я ему такую звезду. Вот так, потому что, ну, она вообще должна блестеть, конечно, она блестит. Но такой добродушный Морозко. Он мне чем-то напомнил героя известной одноименной сказки Морозко. Так я его и называю. Такая шуба роскошная, воротник, шапка отороченной мехом. Он такой довольный, улыбается в усы. Дед Мороз наверняка смотрит на нас и думает, сейчас я их обрадую подарками. Интересно, как они на них отреагируют. Да. Вот такой у нас есть сказочник из сказки «Золушка». Сейчас он задымит трубкой, и мы все окажемся в волшебном месте, там, где давно нам хотелось бы побывать, ну, хотя бы ненадолго. Такой сказочник-волшебник. Карманчик с ручками. Ими он записывает все пожелания, все мечтания, чтобы никого не пропустить и ни о ком не забыть. Да. Ну и, конечно, мой любимый дух Рождества. Вот так. Из рождественской истории Чарльза Диккенса. Он настолько похож, вот я, когда увидела его, я сразу сказала, что это он непременно. Ну и так вот на шляпе, на шапочке у него вышит астролист. И с другой стороны я такие элементы пришила, которые тоже символизируют это новогоднее растение. Вот такое украшательство своего рода. Что же еще у меня есть?
И, конечно, друзья, рождественские сюжеты – это обязательно. Вот такой комплект. Так, что у нас здесь? Вот Мария с младенцем, с Иисусом. Тоже использована в вышивке металлизированная нить золотистого цвета. Вот она улыбается, держит его. Здесь пастух с мальчиком, с помощником. Овцы, конечно, рядом с ними. Другие вот животные. Здесь уже изображена колыбелька с младенцем. Голубь, птица сидит. И гусь, и овечка, бык, осел, ангел, который возвещает о Рождестве Христовом. Ну, конечно, волхвы с дарами. И непосредственно там, где это все действо происходит. Вот такой комплект. Вот 6 игрушечек. Вот таких вот пинкипчиков мягоньких. Так, снова все у нас, у нашего оленя на ушах. Он таки что-то унесет сегодня. Так, затем вот такая есть игрушечка, очень нежная, милая, мне понравилась. Ясла и младенец. Такой золотой подвес я сделала, чтобы придать больше праздника, яркости. Да, друзья, есть еще вот такая игрушка с волхвами, которые преподносят дары младенцу. И есть еще вот такая-то святое семейство. Очень интересно было ее вышивать. Мне понравилось. Вышилась она как-то быстро, на одном дыхании, можно сказать. Да, было очень интересно вышивать. Ну и, конечно, ангелочки, глядящие во все стороны. Блондины, шатены, брюнеты, все. Вот они смотрят вправо, влево, прямо, во все стороны. Сама нежность. Вот такие белоснежные, и крылышки у них белоснежные. Очень милые лица. Понравились мне ангелочки. И я, конечно же, их вышила. Такой белый фетр. Все было задумано мной. Тоненькие-тоненькие подвесы, чтобы не нарушать их воздушность и легкость. Это же ангелочки. Вот да, вот такие ангелы. Ну и, конечно, ангел, которого я обязательно помещаю вверху елки. Он очень похож на звезду. И ну, вот так венчает елку. Да, такой ангел. Роскошные крылья, украшены розами. Да, опять наш олень. Все хватает. Здесь розовый фетр я использовала для задника. Здесь розы. Розовый тоже дизайн очень воздушный, легкий, приятный. И я не смогла пройти мимо него. Да, друзья, и еще чуть не забыла.
Вот такой Дед Мороз у меня стоит на полочке. И олени. Вот такие тоже набивные игрушки, мягонькие. Я их тоже очень люблю. Вот они вот так вот везут нашего Деда Мороза в санях с подарками. Вот мешок, игрушки какие только там, каких только нет игрушек, какие угодно. Вот такой олень. Все они разные, как видите, олени. Вот. Ну и, конечно, вот такой олень. Вообще их нужно больше. Ну, можно, в принципе, их можно вышить столько, сколько вы хотите, если есть место. Ну, мне как раз хватает вот выставить на полочке как раз 3 оленей. Вот они трое у меня стоят. И везут сани, груженные подарками, на которых восседает сам Дед Мороз. Лицо проработано хорошо, как настоящее, просто игрушки, олени. Тоже задник беленький, они пушистые, мягенькие. Плотный фетр для подставочки, чтобы они стояли. Ну, вот такая у меня новогодняя инсталляция. Ну и, конечно, есть еще у меня и рождественские вышитые игрушки, которые тоже стоят на полочке. Это вертеп рождественский. Сейчас покажу вам поближе. Это колыбель Иисус, Мария. Вот она. Вот я так их и выставляю. Но сейчас просто у меня нет пока такой возможности. Иосиф. Вот он какой. Пастух стоит на коленях, смотрит на таинство. Пастушок, его помощник. Вот такой мальчик. Так, ну, конечно, овечки, которые с пастушком, одна лежит, одна стоит. Ослик, с которым мальчик. Ну, понятное дело, сами волхвы с дарами. Вот такой. Затем вот такой второй есть. И третий. Тоже мне очень нравится этот вертеп. Смотрится потрясающе, друзья. Они как живые, как настоящие. Ну и, конечно, верблюд. Вот он. И украшательство его. Тоже должен блестеть. Металлизированная нить использовалась, серебряная. Вот такой верблюд. Вот. Ну, друзья, вот вроде бы вам я все показала. Хотя нет, еще не все. Еще, друзья, у меня есть вот такой большущий Дед Мороз, которого я вышила. И который у меня стоит, он тоже мягкий, набивной, под елкой. Так что у меня все рукодельное. Вот девочки держат его, не пускают, чтобы он от них не уходил. Им очень нравится проводить с ним время, получать от него подарки. Ах, сколько кукол у него висит. Кукла в зеленом, в лососевом кукла, в такой шляпе шикарной. Да, вот у Деда Мороза и елка, и подарки, и петрушка, паровоз, мячи, барабаны. Много-много. Вот детки все его обхватили и не выпускают. А он только этому рад. Вот такой у меня Дед Мороз под елкой.
Ну вот, друзья, финальный, так сказать, кадр. А сейчас, друзья, примите мои поздравления с наступающими праздниками. Я желаю вам мира, здоровья, любви и всяческого благополучия. Спасибо, что вы были со мной. Поддерживаете меня, пишите комментарии, вдохновляете. Мне очень приятно. До встречи, друзья, в новом 2023 году.